Всем привет! Наконец-то я снова вернулась на YouTube. О том, где я пропадала и какие мои дальнейшие планы, мы с вами поговорим в другом видео. А сегодня я хотела бы сделать для вас обзор на новый альбом Motionless in White, который называется Disguise. Motionless in White — американская метал-группа из города Скрэнтон, штат Пенсильвания. Коллектив был основан в 2005 году и стал известен благодаря мрачным текстам и готическому внешнему виду участников. Сейчас Motionless in White подписаны на Roadrunner Records и выпустили 2 EP и 4 полноформатных альбома. Их альбом Creatures достиг 175-й позиции в Billboard 200 в 2010 году. Motionless in White является одной из моих любимых групп и завоевали они мое сердечко благодаря своему мрачному стилю и звучанию. Давайте уже скорее приступим к обсуждению нового альбома. На самом деле мне очень сильно расстроило то, что его слили где-то за неделю до релиза. Это отвратительно, но я как приличный человек ждала и ночью его слушала. Сразу скажу, что возможно у меня не будет какого-то полноценного мнения, потому что я считаю, что альбом все-таки нужно послушать где-то недельку-две, но я думаю, что я смогу вам описать достаточно хорошо свое первое впечатление. Альбом состоит из 11 треков общей продолжительностью 42 минуты. Давайте для начала обсудим обложку этого альбома. Обложка на самом деле очень мрачная, в стиле Motionless in White, и она мне безумно напомнила обложку с первого альбома Creatures. Как мне кажется, эта обложка одна из самых лучших, и она безумно круто отражает альбом и концепцию его в целом. После прослушивания альбома Disguise я поняла, что ребята не только не теряют планку, а повышают ее. Ну и прежде чем делать полноценный вывод, давайте обсудим каждый трек в отдельности. Disguise — первый трек, который открывает альбом и в честь которого, собственно, этот альбом и был назван. Если честно, я обожаю, когда присутствует интро, потому что оно с самого начала создает определенную атмосферу и задает слушателю нужное настроение. Миф обычно обходит стороной интро, но всегда начинается с очень бодреньких треков. Трек Disguise являлся синглом, и я его смогла так хорошо распробовать, и мне он безумно понравился, он является моим фаворитом. Мощная подача не только с помощью крутых рифов, бодрых барабанных партий и прикольных электронных сэмплов, но еще и взрывной экстрим вперемешку с уверенным чистым. Крис хороший исполнитель, иногда у него бывают проблемы с лайвами, но он профессионал и всегда прописывает интересные вокальные партии. Частенько отдает Мэнсонам, но он и не отрицает, что любит Мэнсона и бывает вдохновляется им. Вернемся к треку. Трек Disguise также был удостоен клипа. На самом деле, скажу, что этот клип не входит даже в 5 лучших клипов Motionless in White, потому что он достаточно посредственный и вытягивал его только образ Голума. Как я поняла, это олицетворение негативной стороны Криса, его некой маски. В целом, лирика в этом треке меня порадовала. Крис поет о том, как человек построил себе метафорическую коробку, заверяя себя в том, что другого способа осуществить желаемое нет. Он говорит о том, как люди видят его, когда на нем надета эта маска. Немногие видят его без нее. И просто моя любимая часть. Я не знаю, нужны ли вам эти оценки, но просто чтобы лучше понять мое мнение о треке, я решила их все-таки ставить. Этому треку я поставила 9,5 баллов из 10, потому что он является моим любимым и прям в сердечко. Переходим ко второму треку — Headache. В этом треке Крис поет о том, что он, как и любой другой человек, чувствует боль, иногда разочарование и переживает какие-то тяжелые моменты в жизни. И знаете, что в этом треке меня больше всего убило? Я просто упала со стула, когда услышала этот припев. Ничего вам не напоминает вот такого вот... Вот ничего не напоминает? Извините, но мне кажется, все мы понимаем, чем Motionless in White вдохновлялись при создании этого трека. Несмотря на то, что частенько в работах Motionless in White вы можете наблюдать схожесть с чем-либо, ребята все равно нашли их собственный мрачный стиль, подачу, которую ни с чем не спутать. За это я их и люблю. Кстати, в этом треке Headache безумно крутой, кочевый, мощный брейкдаун, где Крис кричит о том, что несмотря на все испытания, трудности в жизни, все равно будет в порядке, и он в этом уверен. Треку я ставлю 8 из 10 баллов. Третий трек — Code.
Этот трек уже более жизнеутверждающий и с большей примесью электронщины. Крис поет о том, что нам нужно жить здесь и сейчас, не задаваясь вопросами почему и создавать огонь. Так что после грустинки он дает вам хороший такой пинок под зад. Здесь мне безумно понравилась партия с чистым вокалом, это очень хороший трек, но больше я, наверное, ничего в нем выделить не смогу и просто поставлю ему 7 из 10 баллов. Погнали к четвертому треку Thoughts and Prayers. Просто скажу одно, как Крис кричит слово «fuck», это отдельный вид искусства. Каждый раз мне просто хочется вскочить и орать это слово вместе с ним. Четвертый трек, как я поняла, о религиозных фанатиках, и вот эти строчки подтверждают мои слова. Вы знаете, ребят, ничего не могу с собой поделать, но куплеты мне безумно напоминают Слипов. Вот этот вот очень схожий речитатив. Взрывной трек, и, кстати говоря, вот эти кусочки у Криса тоже очень сочные и вкусные. Просто мощнейший трек и заслуживает оценки 9 из 10. И да, также хочу заметить, что несмотря на то, что все сдержано в одном стиле, после первого прослушивания у меня не было каши, как это частенько бывает. Я разделяла каждый трек, а это значит, что годнота, но это лично мое мнение. Ну и переходим к пятому треку, который называется Legacy. Уж извините, но тут буквально с самого начала я слышу нотки Imagine Dragons и не могу от этого отделаться. Такой лиричный, мелодичный трек, и он менее злой по звучанию по сравнению с предыдущими. В этом треке Крис поет о том, что нужно всегда бороться и не сдаваться. Поставлю я ему 7 из 10, и, пожалуй, больше ничего не могу сказать. Ну и перейдем к шестому треку, который также являлся синглом и удостоился клипа. Это не клип, а просто какая-то цикличная зарисовка, которую я не поняла. Но я определенно хочу выделить этот трек, потому что он отличается от остальных наличием эффектов, которые создают определенную атмосферу, таких эффектов, как топание копыт, ржание лошади. Честно, мне он напоминает работу Ice Nine Kills. Тоже в таком хоррор-духе со схожими мелодиями. Трек сам по себе безумный во всех смыслах. Он один из любимых в этом альбоме у меня. И также он напоминает первый альбом ребят, а их первый альбом просто прекрасен. Мои любимые треки с первого альбома — это Immaculate Misconception и Abigail. Так, ну данному треку я также поставлю 9 из 10. Как вы могли заметить, пока что оценки очень высокие. Ну вот мы подобрались и к седьмому треку. Вот этот трек в некоторых моментах мне безумно напоминает Роучи, опять же, своим речитативом. Моя подруга сказала мне, что начало напоминает Брингов, и вообще в целом трек такой немножечко схожий с Брингами. На самом деле я не являюсь фанатом Брингов и особо в них ничего не понимаю, так что я доверюсь подруге, но сама от себя скажу, что напоминает Роучи. Здесь в лирике Крис нам поет о том, как он чувствовал растерянность, отчаяние и вот такая, знаете, очень, не знаю, как даже назвать, тягучая атмосфера. Немножко тяжелый трек в плане лирики. Ему я поставлю 6 из 10. Ну, мы перешли к восьмому треку Another Life. Самый лиричный трек. Мне нравится, как в этом альбоме сочетаются злые, мощные, мрачные песни со спокойными, лиричными. Кстати, в этом альбоме Крис прямо очень хорошо показал весь спектр своих вокальных возможностей. Вот этот трек прям запал мне в сердечко благодаря лирике, потому что она великолепна. Крис поет о том, как любовь между двумя людьми превратилась в ненависть, как оба боролись, несмотря на очень сильную боль, и что он до сих пор не может отпустить и забыть. Ну, короче, это крутой трек лиричный о делах сердечных.
сердечных. Очень эмоциональная песня, я ей поставлю 8 из 10. Сразу после такого лиричного отступления, такой грустинки, нас встречает бодренький трек с безумно крутым и многообещающим рифом в начале. Вот, кстати, в этом треке очень хорошо прослеживается влияние товарища Мэнсона. Также могу заметить, что он очень схож с треком In This Moment Black Widow. Такой, знаете, развлекательный. Больше по нему мне нечего добавить, на самом деле он так сильно меня не зацепил. Поставлю ему 7 из 10. Ну и 10-й трек. Он также являлся синглом, и он вышел наравне с Disguise в одно и то же время. Мне кажется, этот трек является экспериментальным, и он такой, знаете, некий вброс, потому что они выпустили его вместе с Disguise. Я думаю, Disguise это как некое прикрытие было. Не знаю, может быть, только у меня такое мнение, но этот трек является самым слабым в альбоме. Не знаю, у меня такое ощущение, что это трек какой-то другой группы, это совершенно не Motionless in White, и он как будто бы в принципе не вписывается в этот альбом. И, короче, его для меня просто не существует. Не знаю, может быть, у вас какое-то другое мнение, и вам наоборот он безумно понравился. Ну и завершающий 11-й трек «Катарсис». Не самый выдающийся трек в этом альбоме, но достаточно неплохое завершение в целом. Здесь Крис уже поет о том, как его излечивает музыка, его творчество и совместное биение сердца на концертах его и фанатов. Мне кажется, по лирике это точно прекрасное завершение. Тоже не могу сказать, что он как-то особо выделяется и является одним из сильных в этом альбоме, но я поставлю ему 6,5 баллов из 10. Ну и давайте теперь перейдем к заключению и сделаем какой-то вывод. Как вы могли заметить, по баллам я не ставила практически ниже пятерки, но только у одного трека, потому что это действительно стоящий альбом. Ребята проделали огромную работу, и они, конечно, пытались экспериментировать, но ты осознаешь, что группа только улучшается, что она экспериментирует, но она не идет в каком-то совершенно другом направлении, ты осознаешь, что они только делают себя лучше, они пытаются следовать трендам и пойти в какое-то совершенно иное русло, они не деградируют, а наоборот совершенствуются, и это здорово. Не знаю, могу ли я назвать альбом Disguise лучшим Motionless in White, но я могу сказать, что он точно входит в тройку лучших, наравне с Creatures. Creatures — это первый альбом, он самый крутой для меня. Я поставлю этому альбому 9 баллов из 10, потому что он действительно стоящий. Для меня он, наверное, будет одним из лучших за 2012 год. Я люблю Motionless in White, и моя любовь только усилилась после этого альбома. И, наверное, единственное, что меня разочаровало, это их клипы, потому что они могут намного лучше, даже вспоминая клип Immaculate Misconception и Necessary Evil, я уверена, что нас ждет еще впереди что-то такое крутое, невероятное. Этот альбом я могу описать так: мрачность, брутальность, невероятные рифы, крутые барабанные партии, крутая электронщина. Крис в этом альбоме просто невероятно выжил себя, показал свои крутые вокальные возможности, и я горжусь им. Он молодец. Он действительно профессионал своего дела. В общем, я в восторге. Я рада и довольна. Так же, как и Рамштайн, они меня не разочаровали. Если вы не слушали этот альбом, то я вам обязательно советую послушать. А если слушали, напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу него. И также хочу вам сказать, что если вы не знаете, Motionless in White приезжает в Россию в ноябре, в Москву и в Питер. Если вы пойдете в Питер, то встретимся там. Так что, если вы любите Motionless in White, то покупайте билетики и просто не упустите эту возможность сходить на них, потому что они в первый раз в России. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и также подписывайтесь на мой второй канал, где проходят стримы, ссылочка будет в описании. Спасибо за просмотр, пока!